Что такое оцифровка схемы? Ну, фактически это перевод схемы из привычной нам графической, из графического вида в цифровой. То есть, если вам видно, то здесь просто ручкой от руки мною написаны номера рядов и дальше какие-то вот числа, цифры. Зачем это делать? Я думаю, что вы знакомы, например, со сложными схемами. Может, кто-то из вас уже вязал по таким схемам, картинам. То есть, когда у вас вы вяжете плед единый, такой картиной, там, например, животные или там какие-то замки или что-то еще. Как правило, это вяжут гобеленом, потому что это, если вязать классической или вафельной мозаикой, то сильно масштабируется полотно. Так вот, там вам не за что зацепиться глазом в полотне, вы не можете по полотну сориентироваться, как сейчас вязать, и вам все время нужно смотреть в схему. Схемы, как правило, у таких проектов очень большие, вам приходится там ручечкой каждый раз себе отмечать, где вы сейчас находитесь, считать эти количество столбиков таких и сяких. И действительно, это отнимает много времени, работать со схемой и вязать получается очень долго. Что придумано? Обычно, когда вы вяжете по такой сложной схеме, у вас есть текстовое описание. Что такое текстовое описание? Там прям написано 2 СБН, то есть 2 столбика без накида, 1 СН, 17 СН, там 30 СБН и так далее. Вот прям у вас так все это написано в строчку. Иногда бывает, например, в скобках и умноженное на 5. То есть это значит, что эту последовательность вот этих СН и СБН нужно повторить 5 раз. Многим, я вижу, очень нравится такое текстовое описание. Все пишут, что это сильно ускоряет. Ну, естественно, потому что вам не нужно на схеме это все считать, у вас все уже посчитано, вам нужно только вот буквально линейкой двигать по этому тексту, сверять и вязать. Я, как правило, поскольку не вяжу такие полотна именно натуралистичные, то есть не вяжу животных, не вяжу по таким схемам, я больше вяжу по геометрическим схемам, по небольшим рапортам, то мне проще запомнить изначально небольшие рапорты, мне проще вязать по полотну, потому что чаще всего рисунки в какой-то части начинают повторяться, я просто уже смотрю по связанному фрагменту и продолжаю вязать так же. Ну, то есть вот классический пример. Если здесь в начале еще немножко сложновато и нужно смотреть по схеме, то дальше я вижу уже на полотне, как выстраивается рисунок, и могу уже интуитивно продолжать вязать. А уж когда я дохожу до экватора, и дальше, например, вот этот рисунок начинает отзеркаливаться наверх, тут совсем просто. То есть я просто смотрю на нижнюю часть и ее самостоятельно отзеркаливаю. И я вяжу быстро в этом смысле, у меня никаких проблем нет, кроме вот этих вот начальных рядов. Бывают схемы, например, вот с этой схемой, сейчас она вот здесь будет видна лучше, вот с этой схемой, например, было чуть сложнее, потому что здесь нет этого вектора, экватора здесь нет, и здесь нет прямой зеркальности. И чтобы не ошибиться, здесь я в схему смотрела чаще. Ну, в таких вот коротких уж совсем не имеет смысла, да, особенно ничего расписывать, потому что здесь легко запомнить, как идет последовательность, потому что совсем рисунок маленький с этими птичками. Но, повторю, бывают случаи, когда запись графической схемы действительно помогает. Так вот, оцифровкой буквально, вот то, что я говорила вам, 2 SBN 17 SN, это, можно сказать, можно считать текстовым описанием. А вот оцифровка – это когда вы записываете ряд графической схемы в виде чисел и цифр без каких-либо слов, без каких-либо SN, SBN. Значит, у нас есть в чате и в «Нескучном пледе», и в некоторых других чатах Ольга Борисова, которая предложила нам уже давно, мне кажется, еще полгода назад, свой способ. Она в Котопледе его впервые, по-моему, использовала и говорила, что действительно очень быстро получается вязать. И она придумала и предложила следующий способ оцифровки. Она использует двузначные числа, и первая цифра из этого двузначного числа обозначает количество столбиков с накидом, вторая цифра – количество столбиков без накида. Например, там вот здесь вот, ну, вам, может быть, не видно, но неважно. У меня здесь вот 1, 2, 3, 4 столбика с накидом, а дальше, например, идет 3 столбика без накида. Соответственно, двузначное число будет 43. Дальше у меня 1, 2, 3 столбика с накидом, 3 столбика без накида. Двузначное число будет 33. Дальше ряд записывается вот этими двузначными числами, и идея в том, что вы запоминаете как телефон эту последовательность двузначных чисел, и просто потом в процессе вязания в уме вы расшифровываете, правда, очень быстро получается,
Вы сами, у вас вот эти двузначные числа в уме включаются, 32, 23, 32, например. И вы, когда вяжете, понимаете, что 32 это значит 3 столбика с накидом и 2 столбика без накида. Что здесь важно? Что когда мы говорим про 3 столбика с накидом, мы имеем в виду, что они не подряд, потому что мы не вяжем в данном случае гобеленом. Для гобелена такая цифровка не подходит, там нужна другая. Но поскольку я гобеленом не вяжу, мне как раз идеально. То есть если 32 – это 3 столбика с накидом, разделенные столбиком без накида. Но оно и понятно, потому что когда вы вяжете, вы не сможете их подряд связать. Соответственно, 32 вы провязали столбик с накидом, столбик без, столбик с накидом, столбик без, столбик с накидом. Вот оно, 3 цифра. И дальше 2 столбика без накида – это второе число. Что я для себя? Я попробовала еще тогда, полгода назад, но я поймала себя на мысли, что чаще всего мне все-таки по полотну действительно проще. В этот раз, вот на этом узоре, который, казалось бы, тоже вполне себе экваторный, правильный, геометрический и все такое, но я попробовала здесь вот эту начальную часть как раз себе зашифровать, вот так вот оцифровать, и действительно было довольно быстро получалось. Единственное, что я изменила в подходе Ольги, я увеличила в этих двузначных цифрах ту цифру, которая обозначает у меня количество столбиков с накидом, и почему-то она у меня, мне удобно, чтобы она была второй, а не первой. То есть я первой цифрой обозначаю количество столбиков без накида, а уже второй большой цифрой обозначаю количество столбиков с накидом. Наверное, зрительно просто я сразу на бумаге их выделяю, и так лучше у меня запоминается. Но по чатам там видно, кому как запоминается. То есть если вы хотите попробовать оцифровать, попробуйте оцифровать так, как вам удобно, чтобы вам было визуально быстро вы схватывали с бумаги эту информацию. Если, в принципе, вам это нужно, может, вам это и не нужно. Может, вы привыкли по тексту, и вам нормально. Просто поскольку вопросов было много, я решила все-таки эту тему осветить. Единственный минус, который я поймала, что приходится доверять этому очень сильно. То есть вы практически вяжете вслепую, и тут важно все-таки иногда смотреть на полотно и видеть, что получается, а что нет. Поэтому, конечно, те люди, которые вяжут вот эти вот картины, где на первой трети пледа иногда не виден рисунок, как правило, это гобеленовые такие бывают очень тонкие линии, или даже не гобеленовые, но там, правда, не видно пока, не выступает рисунок. Это надо, конечно, обладать таким, ну, во-первых, доверием к схеме, а во-вторых, упорством, потому что, когда вы видите уже рисунок, это вас подстегивает вязать дальше и дальше. Когда вам его не видно, ну, такое. Хотя, может быть, тут вы мне скажете наоборот, как же, мы вот все ждем и ждем, когда он наконец начнет проявляться, поэтому вяжем и вяжем. Но тут кому как, смотрите, как вам удобно. Хотите попробовать оцифровать, пробуйте. Я у себя на канале в Telegram закрепляла сообщение от Ольги Борисовой, где она расписывала подробно свой метод. Хотите как-то по-другому описывайте, или, может быть, повторю, вам это и не нужно. Но вот я хотела вам рассказать про свой опыт, и, возможно, для кого-то это будет полезным.